Привет, ребята! Меня зовут Сергей Крицкий. Значит, сейчас хотел небольшой обзор сделать крыла Гонзалес, фирма SIA, 32 метра. Относится к классу мини-вингов. Вот. Попробовал, полетал, сделал определенные свои заключения. Может быть, кому-то будет полезно, и решил поделиться своими соображениями. Часто практикую полеты в тандеме с мотором и еще и в термичку. Бывает, глушусь и прям работаю в термиках вместе с пассажиром. Летаю на дуге, как правило. Вот. В последнее время, когда погода усиливается, передо мной стояли задачи либо лететь, либо отменять полет. И поэтому подыскивал себе крыло меньшей площади. Мы так часто практикуем. Когда подходит усиление, мы берем квадратов 30 и летаем по свободке, летаем с пассажирами. А поскольку я с мотором, я еще и с мотором летаю, когда подходит усиление. И вот я рассматривал себе вариант, где взять крыло, которое бы меня в этом плане устраивало. Я пробовал, также была возможность полетать на Хадроне 34, очень интересный аппарат. Классное крыло. Вот. И в сравнении с Хадроном 34 я сделал какие-то свои определенные выводы по Гонзалесу. Крыло удивительное по-своему. Есть определенный ряд таких достоинств, которые мне понравились в этом крыле. Во-первых, качество пошива. Сшито крепко, реально крепко. Когда кручу, бывает пилотаж какой-то с пассажиром, то нет-нет, да побаиваешься за классический тандем, чтобы перегрузка, все такое, чтобы, как говорится, аппарат выдержал. В этом плане Гонзалес круто пошит, если честно. Все пошито с запасом, то есть для меня, как для пилота, летающего с ног с мотором, его крепости более чем достаточно, потому что он рассчитан на большие перегрузки. Когда подходит усиление, его основное достоинство во время старта, он при подъеме крыла он стреляет меньше, чем стреляют обычные классические тандемы. И его легче контролировать в этот момент. Это определенный плюс. Я полетал на нем в разных условиях. Вот в Владивостоке полетал, сейчас в Краснодарском крае полетал. Рассматривая то, какие задачи мне нужно решать, мне Гонзалес понравился. Когда начинается турбулентность, какая-то нестабильность в воздухе, Гонзалес, конечно, дает такую какую-то, я бы сказал, большую уверенность в сравнении с другими тандемами. Вот. Да, у него момент порывчатости занижен, он будет лететь, так скажем, с меньшим качеством, но все-таки это моторное крыло, не забываем, и действительно в своем классе оно хорошее крыло. Вот. По практике я летал на нем как с свободником, так и с мотором, когда приходило усиление. В Анапе летал я где-то в районе десятки, где-то 8-10 было. Были полеты во Владивостоке, когда было 10-12, тогда я летал без мотора. Сесть я на склон уже не смог, то есть мне приходилось уходить вниз на пляж. Действительно был очень крепкий ветер, то есть по морю шли барашки. И крыло справлялось, да, у него как бы есть определенный такой запас по акселю, по триммерам, и справлялось очень даже неплохо. Вот. При моторной погоде крепкой летал где-то в районе от 8 до 9 были порывы. Да, тоже справлялась. Отлично как бы. Вот. По качеству исполнения я уже сказал. Я здесь тебе некоторые пометочки сделал, чтобы я хотел. Что мне еще очень было интересно в этом крыле? Именно во время пилотажа мне было интересно, насколько он маневренный аппарат и что он может позволить мне исполнять с пассажиром. Скажу так, лупы с мотором, или как это называется, бочки, легко, вообще не вопрос. Лишь бы была высота, потому что, высота есть безопасность, можно зажигать. Газ в пол и пошел, как говорится. Крыло крутит, вообще прекрасно крутит. Есть особенности. Взлет с ног, если ветер будет меньше 4 метров в секунду, я думаю, просто взлететь не получится. Не получится, потому что
крыло все-таки скоростное, оно вообще рассчитано, насколько я знаю, что его и к телегам цепляют, и летают прекрасно на телегах. Вот, то есть просто не получается разогнать аппарат. Для этого нужно хотя бы 4-5 метров в секунду ветер, ну и хороший тяговый мотор. Естественно, на легком каком-то слабеньком моторе вы не взлетите. Вот. Но если взлет пошел, то все отлично, тут дальше все будет классно. Крыло вообще очень монолитное, за что практика, вот за что я его полюбил, потому что в практике, вот когда начинался по погоде жескач, а у тандемщика желание лететь часто пересиливает здравый смысл, это, кстати, плохо, конечно, тут надо уметь понимать границы, потому что прежде всего безопасность даже не пилота, а пассажира стоит в приоритете. То, допустим, сравнивая с Хадроном 34, я бы с удовольствием летел лучше на Гонзалесе, потому что все-таки крыло с небольшим удлинением, крыло монолитное, хорошее, крепкое, замечательно, то есть как бы прям замечательно. В этом плане оно дает какую-то внутреннюю уверенность, я бы сказал. Если на Хадроне, когда тебя трепет реальная термичка, то тебе, если, ну, я лично сугубо свои впечатления передаю, некомфортненько бывает. То есть, как бы ты понимаешь, что ты ситуация серьезная, надо работать, нельзя зевать. Гонзалес в этом плане, он все-таки дает больше спокойствия для души, и ты понимаешь, что это танк. Такой летающий танк. Вот. Мне в этом плане, конечно, Гонзалесу большой плюс. Вот. Посадка. По посадке вообще проблем нет. Все великолепно. Отпускаете аппарат, разгоняете, подушку делает. Я остановился на нем в тапочке, так сказать. Посадка четкая вообще. По нагрузке на клевантах. Да, великолепно. Сказать, что там сильно нагруженные, нет. Что-то среднее. Очень у ребят получилось с управляемостью. Мне в этом плане он довольно понравился. То есть нет и слабости на клевантах, нет и каких-то больших усилий. То есть все в пределах довольно разумного. Вот. Как-то так. По общему мнению, конечно, мне крыло понравилось. Понравилось, прежде всего, говорю, крепостью пошива, потому что в переворотах, когда ты что-то идешь под нагрузкой, хорошо, когда крыло крепкое. Недавно в чате вот делился буквально где-то на глубоком винговере, или уже я в луп переходил, тандемное коромысло порвалось. То есть перегрузка определенно присутствует. Вот, поэтому за снаряжением приходится следить, и это правильно, потому что, опять же, возвращаемся к вопросу безопасности. По качеству парения скажу так, вот, конечно, парючести у этого крыла меньше, чем сравнивать, допустим, с тем же Хадроном 34. Да, меньше, но, опять же, все, так сказать, под свои задачи. Зато в более крепкий ветер ты, конечно, имеешь определенный плюс, что с крылом проще справиться. Оно, как сказать, в каком-то смысле задемпфировано, но в то же время не настолько, чтобы это был какой-то там неповоротный увалень. То есть оно реально позволяет, с ним можно работать, с ним можно активно пилотировать и чувствовать себя в какой-то определенной зоне безопасности. Вот, так что вот, пожалуй, все мои примечания по данному крылу.